Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу про самую первую зеркальную камеру, созданную компанией Sony, сразу же через год после того, как они купили фотоподразделение компании Minolta. Я обратил внимание, что под предыдущим видео были несколько комментариев, где говорили люди, мол, я слишком затягиваю вступление и не сразу перехожу непосредственно к обзору камер. Поэтому в этот раз я добавил тайм-код в описании видео. Но я хочу пояснить, почему в самом начале я всегда уделяю время истории. Потому что никакая камера не появляется просто так из ниоткуда. Всегда появление новой камеры происходит в определенном контексте. Всегда это связано с определенными событиями в индустрии. А это крайне важно для понимания, почему камера получилась именно такой. Плюс ко всему, ни один мой обзор не является сухим пересказом характеристик или каким-то непредвзятым. С каждым производителем у меня есть какая-то своя личная история взаимоотношений. Я снимал уже практически на все камеры, какие только можно себе вообразить, на все бренды, на все типы камер, просто практически на все. И я считаю, что все же важно также и мое отношение личное к бренду, какая-то, может быть, любовь особая, может быть, ненависть, может быть, ностальгия или просто любопытство. Так, например, я не очень-то люблю Nikon и Canon, про них у меня обзоров пока что нет, но они, конечно же, тоже будут. Все потому, что я считаю эти бренды очень скучными. В общем, если вам не интересно мое личное отношение к бренду и то, какие исторические факторы привели к появлению той или иной камеры, можете смело проматывать согласно тайм-коду. Кстати, там же в описании можно будет найти и полезные ссылки на мои соцсети. И также там будут ссылки на обзоры других камер, которые упоминаются в данном обзоре. А сейчас, с вашего позволения, если вам все-таки интересно, я коротко расскажу о моем отношении к бренду Minolta, из которого в итоге взяла начало вот эта линейка камер Sony. Ведь вполне возможно выросло целое поколение людей, которые уже могут считать себя вполне взрослыми, которые никогда в жизни вообще не слышали о существовании такого производителя камер. Ныне объединенные компании Konica и Minolta занимаются производством печатного оборудования и также в медицинской отрасли они заняты. А их фотоподразделение, перешедшее к Sony во время сделки в 2005 году, как раз таки дало старт более-менее серьезным камерам от самой Sony. Как и большинство крупных японских производителей фототехники, компания Minolta берет свое начало в 20-е годы 20 века. Поначалу они просто делали оптику для других производителей, брали какие-то подряды. В 30-е годы они уже производили самостоятельно двухобъективные зеркальные фотоаппараты, вполне, в общем-то, стандартные для тех лет. В 50-е годы, когда компания Pentax ввела в обиход использование в однообъективных зеркальных фотоаппаратах пентапризмы, компания Minolta также начала производить свои зеркальные фотоаппараты. Параллельно они делали и дальномерки с фиксированными объективами, и со сменными в том числе. В 70-е годы они подружились с Leica и стали производить для них R-серию зеркальных фотоаппаратов. Об этом я уже, в принципе, рассказывал в моем недавнем обзоре на Leica X2, единственном в русскоязычном сегменте YouTube, кстати говоря. Также я уже рассказывал в обзоре на Pentax K01 о том, что именно компания Pentax изобрела автофокусные объективы в 80-е годы, в самом начале. Но у них была немного дурацкая конструкция, потому что автофокус и его моторчик находился непосредственно в самом объективе. И это было громоздким и неудобным вариантом. Minolta же в 1985-м сделала, наконец, зеркальный фотоаппарат с автофокусом именно в том виде, в котором мы привыкли его наблюдать и поныне. Движок фокусировки и привод диафрагмы находились уже непосредственно в тушке. Также в этой камере была и автоматическая перемотка пленки. Это была одна из самых прогрессивных камер 80-х годов, на которую стали равняться все другие производители. В 1995 году на основе камеры Minolta Dynax 500 в сотрудничестве с компанией Agfa, это еще одна компания, которая нынче вообще не на слуху, была выпущена профессиональная цифровая зеркальная камера RD175. Там было всего лишь 1,7 мегапикселя, но при этом использовалась очень сложная
конструкция из 3 CCD-матриц, на которые по отдельности поступала информация через призменный цветоделительный блок. Причем 2 матрицы отвечали за зеленый цвет, а одна за красный и синий. Конструкция, конечно, была монструозная, но сам факт ее появления говорил о том, что компания стремилась к инновациям и показывала, на что она вообще способна. В 1988 году компания Minolta решила сделать свой, по их мнению, более совершенный стандарт горячего башмака, что было, на мой взгляд, довольно идиотским решением. Каждый, кто когда-либо владел камерами Minolta или ранними Соньками и при этом хотел использовать вспышки от сторонних производителей, понимает, о чем я говорю. У меня вот когда-то была Minolta Dynax 600, когда я еще радовался пленочным фотографиям, и жопа у меня неплохо пригорала, когда особенно я хотел поснимать в студии, потому что ни один синхронизатор к ней не подключался. Впрочем, это совершенно не важно, потому что я был придурком, снимающим на пленочку, и снимал, в общем-то, полную ерунду. Хоть Minolta и были одними из первых, кто начал делать настоящие цифровые камеры в 90-е годы, но это было скорее в порядке эксперимента. Полноценно решились вступить они в гонку цифрозеркалок лишь к 2004 году. И это было сделано уже после слияния с компанией Konica. Выпустили они тогда Konica Minolta Dynax 7D. Довольно неплохую камеру для тех лет, но к этому времени на рынке уже неплохо себя чувствовали Canon, Nikon и Pentax. Dynax 7D была прилично дороже, чем ее прямые конкуренты Canon 20D и Nikon D70, так что продавалась камера так себе. Единственное, что выделяло ее на фоне конкурентов, это то, что у нее имелся стабилизатор на основе сдвига матрицы. Лишь позднее подобный тип стабилизации появился в камерах Pentax и Olympus. Ну а Canon и Nikon более 10 лет после этого еще пользовались отсталой стабилизацией в объективах. В 2005 году была уже выпущена камера попроще, Konica Minolta Dynax 5D. Продажи камеры, опять же, были не ахти. Фотоподразделение несло серьезные убытки, поэтому было принято болезненное решение. Konica Minolta решили полностью продать свое фотоподразделение компании Sony, с которой они в этот момент довольно плотно сотрудничали. И уже в 2006 году компанией Sony была представлена первая их самостоятельная зеркальная камера Sony Alpha 100, которую я сегодня и обозреваю. Рекламная кампания, конечно же, была громкой, но каких-то рекордов продаж она не сделала. Одной из причин было то, что она по всем своим характеристикам уступала своим заматеревшим конкурентам Canon, Nikon и даже Pentax. На камеру нет ни одного нормального обзора на YouTube, по простой причине, потому что YouTube еще не существовал, когда она вышла. Вот сегодня я этот пробел и восполню. Несмотря на большое устаревание этой камеры и на большое количество ее недостатков, я сумел все-таки сделать на нее не самых худших кадров, и сегодня я вам про нее расскажу и покажу фотографии, которые на нее у меня получились. Но в свое время, как и большинство людей, я о ней слыхом не слыхивал. Ведь когда мне вдруг приспичило перейти с пленочной Minolta на цифровую камеру от Sony с А-байонетом, я просто сразу же взял себе полный кадр Sony Alpha 850. Та камера тоже была не подарок, я уже немножко про нее говорил в обзоре на Sony Alpha 7M3. Там было всего лишь 9 точек фокусировки, причем крестовая была только та, которая посередине, и камера постоянно промахивалась и непонятно куда попадала. При этом и зачем-то был еще и джойстик для управления этими нелепыми точками, которые все равно сгруппированы все почти что в середине. Неприлично шумела камера уже даже на ISO 1000, хотя это был полный кадр на 24 мегапикселя. И там, конечно же, не было Live View, который к тому моменту уже имелся у Canon EOS 5D первой модели. Но зато был корпус хорошо защищенный из магниевого сплава, и на эту камеру можно было без проблем поставить знаменитую пивную банку 70-210 F4.
Но я не очень надолго задержался на этой камере, не был я тогда готов страдать. Это сейчас, когда я уже достаточно сильно присытился, и мне нравится, когда камеры бросают мне вызов своей убогостью или какой-то сложностью в управлении. И когда я умудряюсь сделать нормальное фото на какую-то довольно хреновую камеру, а иногда, если это фото еще и даже хорошее получается, то у меня становится теплее на душе. Sony, конечно, выпускала изредка какие-то серьезные камеры. В том же APS-C сегменте у них была Alpha 700 довольно неплохая. Потом ее наследницей стала Alpha 77, а полнокадровые продолжила линейку A99. Это уже были псевдозеркалки. Короче, наплодили они кучу камер начального уровня, дешевеньких, пластиковых. И, в принципе, не имели какого-то большого прям успеха, но на рынке свое небольшое место занимали. Переломным моментом в судьбе Bayonetta я считаю именно тот миг, когда они начали выпускать псевдозеркалки. У них, на удивление, появились какие-то почитатели, хотя я, например, не оценил их полета конструкторской мысли. Ну и ко мне присоединилась, скорее всего, большая часть здравомыслящих людей. В принципе, и сама Sony, мне кажется, поняла, что это не очень удачная идея, ибо с 2016 года ни камер, ни объективов под A-Bayonet более не выпускалось. Компания Sony сконцентрировала все свои силы на развитии и продвижении своего более успешного Bayonetta E. Но он не просто успешный, он и более прогрессивный. Камеры выходят там все новее, краше и интереснее с каждым разом. Хотя этот Bayonet тоже имеет свои ограничения. И камеры там, конечно, тоже не безупречные. Ну что ж, после моего затянутого вступления, давайте же наконец перейдем непосредственно к обзору камеры Sony A-Alpha 100. И сейчас мы попробуем выяснить, действительно ли у них получился первый блин комом, и действительно ли она так плоха, как про нее принято считать. Начнем, как обычно, с внешнего вида и ее эргономики. Корпус почти весь из блескучего дешманского пластика. Ну, внутренний каркас все же, похоже, металлический. Передняя часть корпуса сделана из алюминия. И байонет также металлический, к счастью. Спереди всего несколько уровней управления. Это кнопка фиксации байонета. Рядышком находится переключатель системы фокусировки из мануальной в автоматическую. Снизу под объективом находится репетир диафрагмы, но это так же, как и у всех Minolta предыдущих. Вообще, в целом, компоновка мало отличается от того, что можно было видеть у камер Minolta. Хват довольно неплохой, даже с какими-то выемками под пальцы, и вся рука лежит на нем вполне неплохо. Но, к сожалению, очень мало места между самой рукояткой и крепежом объектива. Но что с голой рукой еще ничего, если ты надеваешь перчатки, то уже так себе, честно говоря, получается. Очень мало места, на пальцы может давить. Сзади, на удивление, они догадались сделать выемку под большой палец, и поэтому держать ее, в общем-то, довольно удобно. Резинка, конечно, которая крепится, рассохлась и отвалилась немножко. Ну, не то, что прям совсем отвалилась, просто отходит. Конечно, можно было бы попенять на Sony, что они тут сэкономили. Ну, все-таки камере 15 год, и такое случается не только у Sony. У других производителей также резинки отваливаются вполне успешно. Сверху находится колесико режимов, которому довольно много места уделено автоматическим режимам. Ну, так сказать, камера все-таки планировалась как для самых маленьких. Причем, что характерно, иконки здесь, в общем-то, идентичны тем, что были и на камерах Minolta. Слева находится очень удобный и полезный селектор с функциональной кнопкой в середине. Это действительно хорошее продуманное решение. Чтобы не делать кучу дополнительных кнопок на таком маленьком корпусе, достаточно просто вот переключать здесь ту функцию, которую ты хочешь изменить,
нажимаешь на Function, кнопочку в середине, и уже ее регулируешь непосредственно. Ну и тут же у нас рядом с кнопкой спуска находится вот это колесо для регулировки настроек. Оно довольно неплохо щелкает, у него приятное сопротивление. Кнопка спуска сама по себе имеет какой-то большой ход, при этом она довольно жесткая в самом конце. И, ну, как сказать, когда нажимаешь, уже, ну, то есть сначала ты прицелился автофокусом, а потом уже нажал. И из-за того, что она в конце очень тяжело, туго поддается, частенько можно получить смаз с непривычки. Сверху здесь еще у нас находится кнопка для управления протяжкой. Ее, кстати, тоже пришлось частенько использовать. Для того, чтобы компенсировать дрожание камеры, я иногда включал задержку на 2 секунды, когда со штатива даже снимал. Когда смотришь на камеру сзади, понимаешь, ну это просто классическая Minolta, в общем-то. Такой же слайдер включения и выключения у нее находится на задней панели. Такая же система стабилизации, включающаяся, выключающаяся по нажатию кнопки, так, ну тоже по сути слайдера. Здесь ее, правда, теперь обозвали Steady Shot, даже Super Steady Shot. Не знаю, что там супер, но как минимум что-то да, она, конечно, компенсирует. Кнопка коррекции экспозиции здесь же находится, и кнопка блокировки экспозиции тоже. Слева тут, как обычно, всякая служебная ерунда и вход в меню. Ну и крестовина с океем посередине. Видоискатель довольно маленький, всего лишь 95% отображает изображение, которое ты визируешь. Для облегчения конструкции тут, конечно же, не используется пентапризма, здесь всего лишь пентазеркало. Тут же, кстати, находится датчик Y-Start AF. Здесь есть ЖК-экранчик крайне низкого качества, всего лишь 2,5 дюйма, разрешение никакущее, цветопередача отвратительная. Live View, конечно же, у камеры нет. Даже если ты захочешь, причем посмотреть уже постфактум, что ты отснял, цвета настолько на экране извращены, что все равно по нему судить ни о чем невозможно. Так что я, как уже традиционно, снимал не глядя по своей вот такой привычке. Весьма рискованно это, конечно, с такой камерой, ибо даже когда ты снимаешь RAW, можно затащить кадр не всегда. Даже если ты его запорол, ну, максимум в плюс или минус на одну ступень экспозиции можно что-то сделать. Если чуть больше, то это уже просто брак. Скажу еще пару слов про батарейку. Она, в общем-то, довольно неплохая. Кадров на 500-700 вполне себе ее хватает в нормальных условиях. Но к морозу она крайне неустойчива. Камера вообще никак не защищена от мороза. Даже при температуре минус 5 градусов запросто сходу теряет пару делений заряда. Выходит, что примерно 30-40% заряда от холода скукоживается. Ну, как писька у мужчин после холодной воды, в общем-то. Сверху на горбике, кстати говоря, находится еще встроенная вспышка. Не скажу, что вспышка как-то сильно хороша, но просто неплохо бахает, если объект не слишком далеко, этого более-менее достаточно. Правда, у нее нет никакой кнопки для того, чтобы ее опускать или поднимать, и ее нужно просто руками поднимать. А при опускании она мерзко шлепает. Вообще камера очень много шумит, как звуком, так и пикселями, но об этом позже. Тут же сверху есть злополучный горячий башмак минолтовского стандарта. Если кто-то купил на свою голову камеру Sony в те года, то он был вынужден или использовать дорогущие вспышки от самой компании Sony, вот такие вот здоровенные, тяжеленные и стоящие каких-то невероятных денег. Ну или же люди поступали проще, покупали банально какие-нибудь переходники китайские и строили невероятные какие-то конструкции, чтобы использовать сторонние вспышки. Ну, о том, что этот башмак не поддерживается синхронизаторами ни в одной из студий, я уже вообще просто молчу. Понятное дело, что никакому профото нафиг не надо поддерживать непонятный какой-то стандарт. Крышка интерфейсного отсека имеет нормальную конструкцию, просто открывается сдвигом назад. Тут вставляется карта типа Compact Flash, вот такая. Тут же находится и разъем для подключения microUSB, к счастью, вполне нормального стандарта тех лет, а не какого-то непонятного огромного или кривого. С объективами у камеры тоже неоднозначная ситуация. С одной стороны, можно нацепить любые объективы от Minolta хоть 80-х годов,
Берешь вот так, например, отсоединяешь свой современный объектив, берешь древнюю Минолту, отрываешь от нее классический объективчик 35-70 и совершенно спокойно ставишь его сюда, и он у тебя вполне работает и фокусируется, и снимает. Но с другой стороны, большинство объективов едва разрешает даже эти скромные 10 мегапикселей у новой матрицы. Да еще и вылезают всяческие хроматические аберрации, или они просто начинают мазать фокусом. Не скажу, что эта система работает идеально. Ну, я, правда, сделал всего пару кадров на вот этот 3570 f4. И еще я попробовал поснимать на Exacto. Такое, не знаю, существует эта фирма до сих пор еще или нет. Объектив 70-210, который делает вот так. Ну, кадры получились, честно говоря, ерунговые, да я не люблю такое слишком телеположение. Выпущенный одновременно с выходом камеры объектив 75-300, ну, тоже так себе, на самом деле. Он имеет ужасную собирающую пыль конструкцию. Здесь реально у меня постоянно на всех кадрах, которые я на него делал, были пылины видны. Ну и в принципе он довольно мягок на длинном конце. Стабилизатор у камеры вообще не вывозит шевеленку, поэтому с этим объективом постоянно получались какие-то дурацкие смазы. Понятное дело, что стабилизировать такое большое фокусное расстояние с рук просто не получается. Это вот китовый объектив Sony 1870 f3.5 f5.6 меня просто влюбил в себя. Он бодро фокусируется, хорошо попадает, довольно близко наводится, несмотря на то, что он темненький, у него вполне приятное боке, что вообще удивительно. А резкость настолько хороша, что даже, я бы сказал, немного избыточно. Хроматики, если есть, я ее не видел. Поговаривают вообще, что объектив спроектировали для Sony компании Tamron. И я охотно верю, и вообще я являюсь любителем Tamron, особенно под Sony. Они как-то здорово друг с другом контактируют, и у них получаются хорошие результаты. Позвольте мне небольшое сделать отступление, прежде чем я приступлю к продолжению обзора и покажу, что я умудрился на эту камеру наснимать. Я тут посмотрел свою аналитику по YouTube-каналу и увидел, что 85% просмотров от людей, которые не подписаны на данный канал. Ребята, вы смотрите видос, но если вам не сложно, подпишитесь, пожалуйста, чтобы не пропустить в будущем мои новые видео. Ну а я со своей стороны, конечно же, обещаю вам продолжить делать уникальный и интересный контент. Ну ладно, вернемся к камере. Она является, по сути, идейным продолжением Konica Minolta Dynox 5D. Автофокус, система стабилизации и байонет, а также и частичная эргономика заимствованы оттуда. Но батарея, новый процессор обработки изображения и новая матрица на 10 мегапикселов здесь уже от Sony. Матрица CCD, и у нее довольно неплохая цветопередача. Ну, до той поры, пока ты не начинаешь снимать людей. Баланс белого просто не врубается, что ему делать с кожей человеческой. И поэтому рожи получаются красные или розовые. Именно поэтому на данную камеру я портреты снимать не стал. Лишь сделал несколько случайных стрит-фотографий с прохожими. Впрочем, если людей в кадре нет, а погода располагает, получаются приятные, теплые фотографии.
Хотя и не только в солнечную погоду, но и в пасмурную, с балансом белого полный порядок. Ну а до одурения резкий объектив, который шел с камерой по умолчанию 1870, просто свел меня с ума тем, какого качества картинку он выдает. Я кучу кадров наснимал самой разной тематики, от макро, где видны какие-то маленькие капельки росы на цветочках или там ягодках. Мне очень понравилось, как он передает шерстку животных и как перья птиц. Как это ни странно звучит, хоть матрицей на 10 мегапикселов, я все равно умудрился сделать довольно приятных, красивых пейзажных фотографий. Но с пейзажем тут, конечно, сложность, потому что это возможно сделать только на ISO 100 и только со штатива, потому что чуть-чуть темнее или там ты чуть сильнее поднимаешь ISO, и у тебя картинка превращается в мусор или в какую-то размазанную кашу. Хоть система стабилизации и позволяла мне иногда с рук делать действительно неплохие резкие снимки, даже на выдержках 1/10, 1/15 секунды, чаще всего такие попытки все же заканчивались смазом, ибо система стабилизации Super Steady Shot способна компенсировать максимум 1,5-2 ступени экспозиции, а зеркало и затвор хреначат с такой силой, так жестко и хлестко, что они нивелируют, в общем-то, любые попытки стабилизации изображения. Что характерно, Sony до сих пор делает жутко громкие затворы с омерзительным звуком. И только на ISO 100 у меня получалось сделать более-менее сносные снимки, потому что камера просто зверски шумит. Уже на ISO 200 картинка становится шершавой и едва-едва пригодной. На ISO 400 уже откровенно скрадываются детали, и такие картинки я скорее отнес бы к категории мусора. Но на ISO 800 шумов настолько много, что мне кажется, наверное, на Alpha 7 M3 на ISO 200 тысяч меньше шумов будет, чем на 800 ISO на вот этой камере. Ну вот если ISO больше 100 не поднимать, использовать штатив, когда ты диафрагмируешь, чтобы не было смаза, то можно получать более-менее приличные фотографии. Ну, разве что кроме ночных фото, ибо на длинной выдержке также обильно загораются пиксели изображения. Ну и при любой съемке главное сильно не ошибиться с экспозицией. У камеры скромные 12-битные RAW и очень маленький динамический диапазон, просто микроскопический. Допустимая ошибка в плюс или в минус по экспозиции, максимум на 1 ступень. Ибо в цветах у тебя появятся просто провалы в изображении, выжженные какие-то области, в которых полностью отсутствует хоть какая-либо информация. Но если ты попытаешься вытянуть информацию из теней, то тут же начинает вылезать отвратительный цветной шум и полностью деградирует все цвета, какие были на изображении. И, как обычно, я снимал практически всегда в RAW. Попробовал я однажды там использовать JPEG, но он просто кошмарный. Похоже, что алгоритмы обработки цветов для JPEG разрабатывали или дальтоники, которые просто не понимают, как должен выглядеть цвет картинки, или же это был просто прямой саботаж. В то время как в RAW все более-менее окей, в JPEG цвета постоянно уходят куда-то в какую-то зелень, там, где ее вообще не было, или наоборот становятся слишком холодными, где это вообще не требуется. Не стоит забывать, что основные конкуренты камеры в этот момент это были Canon 400D и Nikon D80, и картинка с них шумела гораздо меньше, и JPEG у них были гораздо более красивые. Как минимум, даже если они и шумели на ISO 800,
то от их шумов у тебя глаза на лоб не вылезали, и картинка не считалась абсолютно мусором. Плюс ко всему, и система фокусировки довольно туповатая. Мне приходилось делать как минимум по 3 дубля для каждой фотографии, чтобы добиться того, чтобы фокусировка состоялась именно в том месте кадра, куда мне хотелось. Так как я пользовался старыми пленочными камерами Minolta, у меня вообще создалось абсолютно полное ощущение того, что система фокусировки с 80-х годов не претерпела никаких изменений. Несмотря на все перечисленные мною минусы, и несмотря на то, что камера не очень-то хорошо продавалась на старте, я не хочу сказать, что она получилась абсолютно ужасной. Как для первой пробы она, в общем-то, довольно и неплохая. Ведь до этого у Sony не было опыта создания настолько серьезной уже техники. До этого они сделали единственное, что, наверное, на 10 мегапикселей APS-C камеру Sony DSC-R1, на которую, кстати, я тоже планирую в ближайшее время сделать обзор. Это очень интересная штучка была с несменным зум-объективом от Carl Zeiss. Герой нашего сегодняшнего обзора — это камера Sony A100, и она скорее является развитием идей компании Minolta, нежели каких-то своих идей от Sony. Но компания Sony к сегодняшнему времени уже имеет свое собственное лицо. Они настойчиво, упорно пробивались на рынок серьезной фототехники. И поначалу им было трудновато конкурировать с теми, кто уже давно там обосновался. Ну а на сегодняшний день они уже не просто превзошли, а даже, возможно, задавили своей мощью многих своих конкурентов, что, в общем-то, заставляет закостенелые и ретроградные компании, такие как Nikon и Canon, шевелиться и делать что-то новое. Им приходится развиваться, использовать новые технологии и как-то двигаться вперед, чтобы не отставать. И благодаря этой конкуренции идей и технологий в выигрыше именно мы, конечные пользователи фотоаппаратов. Сейчас для компании Sony приоритетно развитие линейки их камер на E-байонете. Они каждый год выпускают кучу офигенных объективов под них. Под них выпускают крутейшие объективы сторонние производители, Sigma и Tamron, например. Ну а под A-байонет с 2016 года, как я уже говорил, не выпускалось ни одного объектива и ни одной камеры. И это, в общем-то, логично. В современном мире он больше не нужен, для него просто уже не осталось места. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось данное видео, то не забудьте подписаться и поставить лайк. А также посмотрите парочку вот этих видосиков. Верхний — это про Sony, а нижний — про Pentax. Они тоже довольно интересные.